Дорогие мои зрители, приветствую вас на своем канале Альшопоголик. Если 2 недели назад у нас было еще 33 градуса на улице и можно было ходить в летних одеждах, то сейчас, конечно же, похолодание, которое пришло так резко, меня побудило тоже создать много осенних луков для вас. Сегодня я покажу вам очередной свой осенний лук, который я собрала из вещей, которые купила на Алиэкспресс. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Все ссылочки на товары я оставляю, как всегда, внизу в описании. К тому же, для вашего удобства я сделала такие временные марки, по которым вы можете прыгать по видео, если вам неохота смотреть что-либо, что вы уже, может быть, уже видели на мне. Если, посмотрев это видео, вам оно понравится, ставьте, конечно же, лайк и обязательно подписывайтесь на мой канал, так как от меня вы увидите еще много всего чего интересненького. Вас ждут еще очень много красивых луков, которые я составляю именно из вещей с Алиэкспресс. Так что подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ничего новенького. В первую очередь, конечно же, как всегда, я расскажу вам о бижутерии, которая сейчас на мне. Вот эти сережки я уже как-то показывала в одном из видео, поэтому я не буду сейчас сильно углубляться. Они были не слишком дорогие. Я оставлю вам внизу ссылочку на них. Они очень хорошо проработаны, красиво выглядят, так очень элегантно к тому же. И мне они тоже очень нравятся, по качеству они отличные. Так что такие сережки я вам тоже могу посоветовать. Следующей моей покупкой я тоже осталась очень довольна. Я купила себе вот такую вот серебряную, просто такую нежную маленькую цепочку. Само украшение очень красиво смотрится. Это цепочка или цепочка, я теперь не знаю, как это правильно по-русски. Она выглядит довольно-таки просто, но все же своим блеском и в дополнении к этому кулону тоже очень хорошо смотрится. Сам кулон полностью украшен такими камушками циркония, очень красиво смотрится. И все выглядит довольно-таки децентно и все же очень мило. За этот кулончик я заплатила 570 рублей, и, насколько я помню, он продается действительно только в этом серебряном цвете. Следующий элемент бижутерии, который вы сейчас видите на мне, это вот этот вот браслетик. Он тоже очень красиво смотрится. У него хорошо в 2 ряда проработаны стразики. И к тому же у него такая оптика, как будто бы ремня пояса, на который надевается, в принципе, на талию. Но в этом случае он здесь на браслетике. Тоже очень интересно смотрится. Сам браслетик где-то 5 мм шириной. И заплатила я за него 715 рублей. Этот же браслет продавец продает тоже и из розового золота, так что если вы подбираете, например, сет из украшений розового золота, то этот браслетик тоже можно прикупить. Еще один элемент, который вы видите на другой моей руке, это вот эти часы. Эти часы я показывала вам уже в одном из видео в золотом цвете, но решила прикупить себе такие же серебряные, так как у меня серебряных вещей очень мало. Эти часики похожи на такие, которые вот самые-самые тонкие часы в мире, вот как говорят, они сейчас очень такие модные. Вчера мне принесли эту посылку на работу, и коллеги мои прям набросились на эти часы, они им очень тоже понравились. И так как я уже знаю, что и мои золотые очень хорошо мне служат, поэтому я очень довольна, конечно же, и серебряным. Поэтому могу вам их только посоветовать. Заплатила я за них 870 рублей. И, как я уже говорила, у меня вот они теперь есть золотого и серебряного цвета. Это те цвета, которые предлагает сам продавец. О этом кольце я вам уже как-то рассказывала в одном из видео. Я вам тоже говорила, что оно было довольно-таки дешевенькое, но оно отлично блестит, и поэтому я его тоже с удовольствием ношу. И до сих пор у меня ничего не облезло, нигде у меня не выпал ни один стразик, поэтому этим кольцом я тоже очень довольна. Это кольцо полностью усыпано в 6 рядов стразиками. Посередине идет такое серебряное еще как бы окаймовочка, которая разделяет по 3 ряда. И очень красиво это все выглядит. Мне очень нравится, как оно вообще выглядит на руке. Оно отлично смотрится, поэтому такое колечко я вам тоже могу посоветовать. Информацию на это кольцо, его цену, ссылку на него я вам оставлю обязательно в инфобоксе. Ну а сейчас мы переходим к этому голубому пальтишку, которое прикупила. Я вам просто хотела сказать, я покупала пару месяцев назад вот такое вот пальто. Я покупала его здесь в итальянском магазине. Я заплатила за него 100 евро.
и тогда оно было в половину дешевле. Вот представляете, вот такая вот вещь стоит 200 евро. Я должна еще дополнительно сказать, что я не жалею нисколько, что я заплатила тогда эти деньги, так как мне оно очень нравится, я им очень-очень довольна. Действительно, это пальто свои деньги стоит. Из-за того, что оно мне настолько сильно нравится, я решила прикупить себе такое же пальтишко или похожее в других цветах. Поэтому я посмотрела на Алиэкспресс, что я могу найти похожее, и нашла вот такое вот голубое пальтишко. Это пальтишко нисколько не уступает моему дорогому пальто по качеству. Оно очень тоже хорошее, но единственное, что у того материал еще немножко мягче. Это пальто продавец предлагает в 10 разных оттенках, поэтому там найдется на каждый вкус. К тому же, как он сам указывает, он состоит из нейлона и хлопка, но это так по ощущениям это такой вот искусственный замш, да, он такой мягенький, очень классно такое качество, хотя он, конечно же, тоненький, он не толстый, если вы думаете, что в нем сильно тепло, то это не так. Но вот сейчас, например, я вчера одевала его на работу при 11 градусах на улице, я одевала его с кофтой под низ, и мне достаточно было этого пальтишка. Поэтому я думаю, что на теплую осень или на весну такое пальтишко обязательно подойдет. За это пальто я заплатила 1710 рублей. Я считаю, что для пальтишка это или как куртка можно использовать, да, это тоже очень классный такой вариант, неплохая цена. И к тому же продавец предлагает это пальто, начиная от размера М и до размера XXL. На свои массы 95, 73, 97 я заказала размер L, и он мне отлично подошел. Меня ничего не сковывает в движениях, я себя отлично в нем чувствую, и думаю, что для меня это был правильный размер. К тому же, чтобы шея не была слишком открыта, я прикупила такой контрастный шаль или шарфик к нему. Этот шарфик размером 180 на 90 сантиметров. За этот шарф я заплатила около 300 рублей. И этот шарф есть в 10 разных расцветках у продавца. Так что там можно подобрать тоже действительно подо все. Мне этот шарф понравился именно тем, что у него такие красивые цветные переходы. Я выбрала в этом случае этот шарфик в синем и темно-синем цветах, чтобы был такой контрастный элемент в моем образе. Материал, как указывает сам продавец, вискоза и полиэстер. Он очень мягкий, мне очень понравилось качество, такой действительно очень-очень мягенький, он не сильно мнется, я его легко тоже разгладила. Когда он вот пришел мне в упаковочке, там еще была какая-то каймовочка вокруг, все аккуратненько, красиво выглядело. Здесь у него края не обработаны, они вот просто вот так вот выглядят. Но, в принципе, так я и выбирала, я знала, на что я иду, потому что у меня есть вот именно к моему красному пальто тоже похожий шарф, и у него тоже края такие немножко лохматые, и это мне именно очень нравится в этом платке. Сейчас я к этому образу подобрала рваные джинсы. Конечно, эти рваные джинсы я ношу только в свободное время, не могу носить такие на работу. Поэтому они у меня единственные. Эти я покупала тоже в итальянском магазине, они тоже были довольно-таки дорогие. Но на Алиэкспресс я нашла тоже похожие, очень хорошие джинсы, про которые тоже уже очень много людей писали хорошие отзывы на Айтау. Так что я вам оставлю ссылочку в инфобоксе на такие джинсики, которые вы можете хорошо комбинировать или с этим пальто, или, конечно же, просто с другими вещами. К этому образу, опять же, подходит отлично вот эта моя сумка от Celine Paris. Мне она очень нравится, про нее уже несколько раз рассказывала, но я не буду каждый раз покупать себе новые сумки под каждый образ, хотя у меня их тоже уже целая куча, и пришли мне вчера именно 3 новые сумки, и еще 4-я в дороге. Так что еще есть много-много, о чем мне можно будет рассказывать вам. Но именно к этому образу я рассчитывала вот эту сумку, поэтому я вам ее сейчас к нему и показываю. Эта сумка, если кто интересуется, может посмотреть другой обзор, где я про нее тоже рассказывала. Она есть в разных расцветках, ручки у нее очень мягкие. Вот так она выглядит спереди, вот так вот она выглядит сзади. Их очень много всяких разных на Алиэкспресс. Я вам оставлю несколько ссылок, где вы можете такую сумку прикупить. На мою сумку давно уже сгорела ссылка, так как она уже у меня года 2-3 точно, поэтому она уже уже испробованная полностью, и ей я очень довольна, она довольно-таки вместительная. Это сумка Смайлик, у меня есть еще такая сумка Фантом, она немножко больше, тоже от Celine Paris. Тогда я заказывала специально себе сумку без всяких логотипов, потому что мне это не нужно было. И есть, конечно, возможность купить и с логотипом, но я вам советую лучше покупать без, потому что она и без него очень классно выглядит.
Ну как, девчонки, понравился вам мой образ? Я считаю, что неплохо удалось. Напишите мне обязательно в комментариях ваше мнение, что вам понравилось больше всего, какие вещи вы, может быть, уже тоже покупали или у вас есть похожие. Я буду очень рада услышать ваше мнение или прочитать его. Конечно же, оставляйте комментарии, лайки и подписывайтесь, если вы до сих пор еще не подписались. Я жду вас при просмотре следующих своих видео. До скорых встреч. Пока-пока.